Добрый день, дорогие друзья! На связи с вами специалист из компании ServerFlow. И в сегодняшнем ролике мы с вами будем смотреть на достаточно интересный SSD-накопитель Samsung PM1725B объемом в 3,2 терабайта. Сразу хочу сказать, что отличительной чертой этого накопителя является то, что первое, он выполнен в виде такой вот платы расширения PCI-Express. Он имеет шину подключения PCI-Express X8, что его выгодно отличает от других SSD-накопителей, которые принципиально используют шину X4 в форм-факторах M2, U2 и даже в других форм-факторах. Таким образом, этот накопитель обычно показывает себя быстрее, чем другие накопители, но нужно понимать, что основан он на шине PCI-Express 3.0, и его скорости так или иначе будут ограничены шиной PCI-Express 3.0 8 линий. А я вам напоминаю, что каждая линия в PCI-Express 3.0 имеет пропускную способность в 1 гигабайт в секунду. Соответственно, его максимальные скорости можете подсчитать, а его фактические скорости я прямо сейчас выведу вам на экране. Помимо линейных скоростей, этот накопитель мог похвастаться невероятными показателями IOPS для случайных операций. Дело в том, что он мог позволить себе до 980 тысяч IOPS при случайном чтении и до 200 тысяч IOPS при случайной записи. А эти показатели считались очень почтенными на момент выхода этого накопителя. Кстати, совсем забыл упомянуть, что этот накопитель у нас прямиком из 2015 года, именно тогда началось производство такого рода накопителей. Если взглянуть в торец этого накопителя, то мы можем с вами увидеть такую массивную термопрокладку, которая служит термоинтерфейсом для отведения тепла с чипов памяти, которые уже сейчас здесь слегка виднеются. Также отличительной чертой этого накопителя является то, что он сделан в партнерстве с компанией IBM. То есть конкретно эта версия накопителя — это такой партнерский продукт, можно сказать слегка OEM, где Samsung и IBM объединились вместе и сделали такой Samsung накопитель с IBM прошивкой. Тем не менее, на работоспособность это совершенно никак не влияет. Предлагаю не тянуть, вскрыть этот накопитель и посмотреть, что же у него там внутри, благодаря чему он дает такие неплохие показатели производительности. Теперь, когда все болты сняты, давайте попробуем рассоединить части этого накопителя. И тут самое главное — не перегнуть палку и не сломать накопитель. Первое, что я вижу, неплохо отсоединяется, это вот эта вот панелька. Так, тут какой-то то ли клей, то ли еще что-то. Оп, да, я так понимаю, подклеивается на какой-то кусочек клея. Давайте резюмируем, что мы видим с этой стороны. С этой стороны мы видим 8 чипов памяти Samsung. Это у нас NAND память. А со стороны задней планки располагается еще 5 чипов памяти. И я сразу понимаю, что это DRAM кэш. Итак, друзья, я сейчас немножечко произвел небольшой такой, знаете, ресерч. И в ходе этого ресерча я немножко узнал о чипах, которые здесь распаяны. Вот эти NAND чипы памяти, которые вы видите, это 64-слойная память от компании Samsung формата VNAND. А по поводу чипиков, которые выглядят как оперативка, это у нас самсунговские чипы типа DDR3, частотой 1866 МГц и объемом в 512 мегабайт, то есть 4 гигабита либо 512 мегабайт. Итак, то есть с этой стороны у нас распаяно 2 гигабайта памяти, но, друзья, как вы понимаете, нам еще предстоит сейчас раскрыть этот накопитель до конца, и он так тоже неплохо тут залип и сразу не хочет отлипать. Оп, пошел, тихонечко, оп. Посмотрите, какая красота. Посмотрите на это. Вскрываем. Итак, что мы с вами видим с этой стороны? А видим мы с вами, что у нас большая термопрокладка осталась на чипе самого накопителя. Давайте я ее немножко пальцем подковырну. Вот так вот мы с вами снимаем. Итак, здесь у нас с вами обнажился контроллер Samsung Epic. На нем есть гордая надпись ARM. Это значит, что этот контроллер у нас основан на базе архитектуры ARM. И, как мне известно, там используется 32-битный ARM, и этого, в принципе, достаточно для того, чтобы сделать такой достаточно конкурентоспособный SSD-накопитель. Контроллер, на самом деле, по меркам SSD-шников огромный. Если сравнить его с каким-нибудь контроллером на M2, как вы понимаете, он просто превышает его по всем мыслимым и немыслимым размерам. И действительно, такие размеры нужны, чтобы оперировать сразу, получается, 16 чипами NAND. То есть эти выводы я делаю на фоне того, что здесь мы видим тоже россыпь NAND чипов. Получается 8 чипов с одной стороны, 8 чипов с другой стороны, итого 16 чипов. Кстати, хочу отметить, что с этой стороны у нас располагается еще 5 чипов оперативной памяти.
Получается, с одной стороны у нас с вами имеется 4 чипа, а с этой стороны 5 чипов. Итого получаем 4,5 гигабайта памяти, которые используются для кэширования микросхем памяти NAND. Также предлагаю рассмотреть вот эти интересные конденсаторы, которые здесь установлены. В этот раз все, я вам точно могу заявить, что эти конденсаторы используются для резервирования кэша. Теперь все-таки в материале Samsung это было ясно описано, и я могу без голословных заявлений вам об этом рассказать. Давайте зафиксируем их емкость для того, чтобы понять все-таки, какая емкость обеспечивает работу кэша и перенос данных из кэша в NAND память. Также хотел бы обратить ваше внимание на достаточно интересную особенность этого накопителя. Дело в том, что у этого накопителя есть так называемый сервисный порт. Как я полагаю, что это сервисный порт, но если я не прав, поскольку про этот порт вообще никакой информации в интернете нет, поправьте меня, пожалуйста, но как я полагаю, что этот порт здесь используется для отладки накопителя и, возможно, там для какого-нибудь снятия данных, если коммуникация с накопителем через шину PCI-Express невозможна. И, дорогие друзья, совсем забыл вам сказать про ресурсы этого накопителя. Этот накопитель в своей стандартной конфигурации располагает ресурсом в 3 DVPD. То есть он выдерживает 3 перезаписи всего своего объема в сутки. То есть в рамках нашей модели на 3,2 терабайта этот накопитель может быть перезаписан, я так понимаю, на 9 с лишним терабайт ежедневно. И это в течение 5 лет. Гарантийный срок обязательств компании Samsung составляет как раз таки 5 лет. Но дело в том, что эти накопители могли быть переконфигурированы, то есть перепрошиты в специальную прошивку, которая увеличивает их объем, то есть наш накопитель объемом 3,2 терабайта бы превратился в накопитель объемом 3,84 терабайта, однако вместе с этим его DVPD бы упал до единицы. То есть таким образом этот накопитель поддерживает так называемое переконфигурирование, которое позволяет увеличить объем, но уменьшить ресурсность накопителя. Благодарим вас за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки этому ролику. В будущем будем разбирать и другие интересные серверные комплектующие, смотреть, что у них там под капотом, из чего они состоят и чем дышат. Всем спасибо, всем до свидания. Приятных покупок в ServerFlow.